Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной выпуск. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках и заодно посмотрим, что там у нас с нашими волшебными бумажками происходит. Вышла статистика по Германии. Объем производственных заказов растет от месяца к месяцу. Это позитивно. Но индекс деловой активности в секторе строительства проседает меньше 50% и тенденция на снижение. Так, друзья, далее давайте посмотрим, что с короной в рамках мирового масштаба никак третья волна не затихает. Тем не менее, в Соединенных Штатах значительный спад новых случаев, это позитивно. Но и никак она не отпускает Соединенное Королевство, Иран и Россию. Но то, что в Соединенных Штатах такой значительный прогресс, обвал новых случаев, их значительно меньше стало, я думаю, это очень позитивно на Америке в ближайшее время скажется. Так, друзья, давайте перейдем. Рубль-доллар, сишечка, посмотрим фьючерс. Вот у нас на текущий момент идет тестирование уровня 73 150. Пытается он этот уровень пробить. Соответственно, в ближайшие часы, здесь на 15:30 сегодня ориентироваться не получится, когда, в общем-то, в Америке начинается ключевая активность. Поэтому я полагаю, в течение 1-2 часов, если будет пробой 73 150, то у нас цель движения в паре рубль-доллар по фьючерсу сентябрьскому будет вот сюда, вот в район 73 320. Если здесь пробоя в ближайшее время не происходит, то нас отсюда ждет откат, укрепление рубля, и, соответственно, цель движения будет в районе вот этой пимпочки 72 950-960. Сейчас больше факторов указывает на то, что пробой вот этот в ближайшее время произойдет, и мы сегодня увидим 73 300. Но если сейчас здесь начинается колебательное движение и будет пробой 73 050, то вот этот весь рост он ломается, и мы в паре рубль-доллар увидим коррекционный откат, укрепление рубля на 72 950 и, возможно, вот сюда, вот к этим двум рыженьким линиям. Вот. Пока вот то, что приходит в наибольшей степени на ум, это пробой 73 150 и отработка 73 320. Здесь произошел значительный набор позиций. Этот набор позиций, он пока даже и близко не был разгружен. Так, друзья, далее евро-рубль, фьючерс. Но здесь мы в боковике болтаемся. И, на мой взгляд, вот сейчас на текущий момент, наверное, рубль-доллар, он гораздо более интересен, нежели чем евро-рубль. Евро-рубль, вот наиболее вероятный сценарий, это движение вот в этом консолидационном диапазоне на сегодня 86 650, 86 850. Вот здесь вот эти 200 пунктов, но по крайней мере в ближайшие часы, скорее всего, движений будет. Опять же, если здесь возникает пробой вот этого уровня 86 850, 86 900, то вообще у нас в планах евро-рубль цель движения находится вот здесь 87 070. Но хватит ли сегодня огонька для того, чтобы сходить? Пока у меня такой уверенности нет. В долларе там пружина достаточно хорошо была согнута, сжата, и там прямо вот видно, что идет движение на рост доллара. Но по крайней мере до 73 300. Дальше на сегодня посмотрим. Евро тоже есть потенциал движения наверх, но пока что я думаю, все-таки лучше рубль-доллар, он более интересен, более мобилен на сегодняшний день. Так, друзья, далее серебро. Давайте дневочку возьмем. То, что Америка закрыта, конечно, для серебра это не good. Вот, но тем не менее мы с вами видим, что по серебру достаточно моторно пошло движение наверх. Действительно, серебро отстало от золота. Ну и я думаю, в ближайшее время на этой неделе вот цель движения, она находится здесь 25, в районе 25,5. А вообще, как бы по-хорошему, ему уже пришло время вернуться на 27,9, 28, вот сюда, вот в этот диапазон. Сегодня вот с серебром, золотом ситуация, она достаточно вымучена, потому что Ротшильды и Рокфеллеры в честь Дня труда отдыхают, и они не уделяют надлежащего внимания рынку драгоценных металлов, не шушукаются. Это я, конечно, шучу. Вот. Тем не менее, если переходить на более короткий таймфрейм,
на часовик. У нас что получается по серебру? Ну, как видите, вот эта тенденция, когда произошел пробой и закрепление в пятницу, она до сих пор продолжается. Но идет безыдейное движение, потому что, с одной стороны, по серебру пришло время расти. И все-таки, как мы с вами видим, данные по рынку труда Соединенных Штатов, ситуация с Китаем указывает на то, что денежку будут печатать и очень активно. Помимо всего прочего, сложилась такая ситуация, что серебро отстало от золота. Серебро, как мы с вами знаем, это металл электроники, самый лучший электропроводник, лучше даже меди. Поэтому, конечно, серебро в среднесрочной перспективе будут очень активно тарить. На сегодня по серебру получается у нас консолидационный диапазон 24,64 и верхняя граница 24,89. Если она пробивается, идет движение наверх. Сегодня серебро я бы пока не трогал, надо дождаться, когда Америка проснется, потому что оно все-таки менее ликвидно, это раз. Во-вторых, ну, видно, что отсутствуют явные драйверы и идеи. Не знаю, можно, конечно, попробовать в отбой консолидационных диапазонов сыграть или в пробой, но мне кажется, лучше дождаться завтрашнего дня, когда Америка проснется после дня труда и с новыми силами начнет жать на кнопочки. Так, друзья, далее давайте российские акции посмотрим. ГМК, Норильский никель. Ну, здесь мы с вами видим, что вот одна из ключевых черт, которые были, сейчас он ее тестирует, пытается пробить и здесь закрепиться. Но это диапазон 24700, 24800. Нижняя граница в районе 24700, чуть выше начинается. Соответственно, вот это движение, которое пошло, вот оно отсюда пошло, отсюда пошло. Если здесь происходит закрепление сегодня, то на этой неделе мы увидим по Норильскому никелю, ну, по крайней мере, весьма вероятно будет отскок вплоть до 26500, вот сюда, вот к этому значению, к синей линии вот этой волшебной. Вот. Но если сейчас мы не закрепляемся и начинается вот эта вяленькая проторговка с откатами, то тогда наиболее вероятно он в этом диапазоне будет какое-то длительное время консолидироваться. Так, друзья, далее Сбербанк, 4-часовой таймфрейм ставлю. По Сбербанку у нас по сути идет борьба за удержание уровня 328,5, 329. Вот если это значение на сегодня не будет пробито, то у нас по Сбербанку цель движения это переписывание вот этого хая 339 и попытка закрепиться в диапазоне 343-350. Если все-таки мы пробиваем вот это значение и начинаем где-то здесь торговаться, то в любом случае либо сегодня, либо на этой неделе будет задерг вниз на 322,5. А вот здесь большой вопрос. Если он здесь начинает закрепляться, то возможно движение пойдет и ниже. Цель движения 307-500, давно старый знакомый уровень. Так, друзья, далее Русгидро. Смотрите, по Русгидро интересная ситуация. Электрические компании начали постепенно набирать и запускать в космос. Ну, это как бы обычно является конечной точкой движения роста российского рынка. Это ВТБ и электрики. Вот. По Русгидро в пятницу был повторный пробой 81,5. Пробой этот не закрепился. Опять видите, вот он выскакивает 81,5, колет и сразу его наверх вытаскивать не дают. Там стабилизироваться. Соответственно, у Русгидро цель движения тестирования пробой вот этого уровня 82,30. Если он здесь делает пробой и закрепляется, то отсюда пойдет импульс движения, цель которого 84,50, 84,60. Вот сюда, к этому диапазончику. Если в ближайшее время пробоя здесь не будет, то, соответственно, он в этом диапазоне 81,5, 82,3 еще длительное время будет консолидироваться. Если все-таки уверенный пробой 81,5 происходит, то, соответственно, цель движения будет в районе 80,5 находиться. Но мне пока такой сценарий видится маловероятным, потому что Русгидро слишком возможностей в ней много, ее потащат, но даже если не сейчас, то чуть попозже наверх ее обязательно потащат. Так, друзья, далее Газпром. Ну, с Газпромом ситуация предельно ясная. То есть его гонят на 356.
Тут все откаты, которые есть, пока нету пробития 300 уверенного, и будут выкупать, и пока вот он 356-360 не сделает, его прям вот зашкварник будут туда тащить. Так, друзья, далее ВТБ интересная ситуация. По сути, все идет к тому, чтобы потестить и пробить цель, о которой с вами говорили, 5,5-5,6 копеек. Вот сейчас он вышел в стратосферу, и, соответственно, ждем от него, чтобы он закрепился выше уровня 53,5. Вот критерий сегодняшнее закрытие выше 53,5 будет говорить о том, что в ближайшее время будет тестирование 5,5-5,6. И, соответственно, в случае пробоя следующая цель движения, ну, в идеале 7,5 копеек, но есть еще промежуточная, которая на 6,3-6,4 находится. Вот, поэтому, да, по ВТБ взялись за ВТБ, начали его пампить, в космос запускать. Если 5,3 все-таки будет пробито и сегодня будет закрытие ниже этого значения, то он будет консолидироваться какое-то время в диапазоне 5,2-5,3. Но здесь у него четко видна канва движения, так же как у Газпрома. У Газпрома это 360, у ВТБ, соответственно, тестирование и пробой 5,5. Так, друзья, далее HeadHunter. Можно сказать, золотая бумага российского рынка, которая просто дает колоссальные возможности. Здесь идет движение в рамках восходящего канала, вот, но с учетом его ликвидности 60-80 миллионов в день оборот, лучше все-таки, по-моему, дождаться, когда будет коррекционный откат, хотя бы на 3740, и тогда его со стопом брать. В идеале, конечно, на 300, но что-то мне подсказывает, что до кризиса и обвала он, наверное, на такую цену не сходит. Так, друзья, далее Лукойл, дневной таймфрейм. Но смотрите, пока в нефти не пошел рост, пока нефть болтается или находится под угрозой снижения, соответственно, ну, бумаги Лукойл, они находятся без идеи к росту. Переходя от дневного графика к часовому таймфрейму, хотел обратить ваше внимание, что вот есть у него уровень сейчас, который закрепился, 6330. Соответственно, удержание вот этого диапазона 6300-6330 ведет к тому, что отсюда у нас будет либо коротенький задерг, либо планомерное движение. И цель этого движения 6450, вот сюда сходить к этому значению. Так, друзья, далее Озон, дневной таймфрейм. По Озону интересная ситуация, потому что Озон сейчас немножко отливают, но у него вот это движение на снижение, оно должно где-то в районе 3700, я так полагаю, закончиться. Вот если он идет ниже 3700-3650, то тогда действительно его могут уже основательно отлить, и он полетит на 3500-3400. Я пока думаю, что такого исхода не будет, если только не разразится мировой финансовый кризис, который может, кстати, начаться на следующей неделе. Такая вероятность имеет место быть. Вот. Ну а сейчас вот текущее значение 3700 и до текущего значения 3780. Вот здесь он вполне может сейчас консолидироваться и отскочить с целью движения в район 4000. И поэтому за ним сейчас имеет смысл наблюдать. Если вот это снижение не идет ниже 3700, он отсюда обязательно уже на этой неделе сходит в район 3950-4000. Так, друзья, далее вопрос по поводу Русала. Ну, смотрите, вот эта вся ситуация с алюминием, там, с Новой Гвинеей, она, с моей точки зрения, несколько высосана из пальца. Почему? Потому что алюминий есть везде. Алюминий, он же боксит, это, в общем-то, 10% земной коры. То есть вы можете боксит брать где угодно. Поэтому вот этот феерический рост, который произошел, ну да, то есть надо было ключевой какой-то вынос сделать. Но с моей точки зрения, вот эти страсти по алюминию, по бокситам, они как начались, так они очень резко и быстро должны закончиться. Так, ну и вот переходя на часовой график, здесь, в общем-то, разворотная формация. Может ли она продолжить рост? Может, потому что здесь очень сильный эмоциональный фон. Вот. Я бы эту бумагу сейчас не трогал ни вверх, ни вниз. Если он у вас был куплен и вы делали на него ставку, ну я бы в этой ситуации его бы распродал. Потому что
очень все это начинает эмоциональный накал напоминать. Вот. Конечно, он может еще и на 70, и на 80 сходить, но я думаю, здесь потенциал у него, ключевой потенциал был реализован в этом движении. Вот. Поэтому с точки зрения дальнейшего выноса, допустим, шортистов и отработки массовой истерии на рынке алюминия, конечно, его могут еще и на сотню загнать. Но это GameStop, это натуральный GameStop. Вот, поэтому, с моей точки зрения, вот это движение, оно исчерпывающее. Ну, опять же, это мое субъективное мнение, я могу ошибаться. Так, друзья, далее Мечел. Смотрите, вот здесь интересная ситуация. У него был откат, проторговка под уровнем. И, соответственно, после этого он набрался сил и пошел наверх. Но на текущий момент, если будет пробитие 122 на объеме или же закрепление после этого уровня, то весьма вероятно его сорвут на 140-145. Критерий того, что роста в этой волшебной бумаге больше не будет в ближайшее время, это коррекционные откаты, пробитие в данной ситуации 107-110. 107-110 здесь скорее после этого его срежут и он уйдет назад в район 95-90. Вот опять же, если рассматривать, сравнивать на чаше весов Мечел и Русал, я все-таки замечал. Еще раз замечал. Так, друзья, далее вопрос был по Россетям, дневной таймфрейм. Ну смотрите, вот цель движения на 1.42, 1.44 они сделали. Соответственно, сейчас речь идет о закреплении в диапазоне 1.47 и 1.39. Если в этом диапазоне сейчас будет торговаться, то отсюда в ближайшее время пойдет следующий цикл движения, у которого цель будет 1.67 и 1.68. Вот сюда к этим значениям. Критерий того, что вот этот цикл движения не состоится, это коррекционный откат и пробитие 1.39. Вот 1.39, если пробивается, пойдет возврат вот сюда вот в диапазон этой кракозябры. Если 1.39 будет удержан, даже если сейчас будет откат коррекционный сегодня-завтра, сейчас по факту до набора позиций будет либо консолидация и рост, либо сразу отсюда движение наверх. Но то, что за электриков берутся, это на самом деле тревожно. Так, друзья, ну в общем-то все основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.